Всем привет, ребята, с вами Джофф, и сегодня мы поговорим о редких танках. Все мы любим танки популярные и имбоватые, чтобы на них хорошо и комфортно игралось. Но иногда мы в рендоме встречаем необычные и достаточно редкие машины, и сразу же, конечно, задаемся вопросом, что это за машина, как можно ее получить, почему я до этого о ней не знал. Сегодняшнее видео ответит на все эти вопросы, и мы вам расскажем о топ-10 самых редких танков World of Tanks, начиная с редких акционных и заканчивая теми, которые раздавались в период альфа и бета теста. Так что, ребята, усаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни, и мы начинаем. 10 самых редких машин в мире танков. И на 10-м месте у нас немецкий тяжелый танк французского происхождения PZ-B2-740F. Это немецкий трофейный премиумный тяжелый танк, у которого было очень точное и скорострельное орудие с большим боезапасом, хорошая круговая броня, но при этом большие габариты и не очень хорошая подвижность. В данный момент купить этот танчик не представляется возможным, так как он снят с продажи 13 февраля 2012 года. Причиной такого решения послужил выход французской линейки танков. На данный момент этим танком владеют целых 57 742 игрока, и возможно и вы сможете его заполучить, так как периодически какие-то акции от Wargaming проходят и они какие-то танчики редкие раздают. На 9-м месте у нас американский тяжелый танк 8 уровня М6А2Е1 или попросту утка. Это, ребята, достаточно известная машина. Она есть у 50 412 игроков. И когда-то она продавалась вместе со специальным пакетом за много-много-много бабла. Как вы знаете, ребята, я никогда особо много в танке не донатил. Поэтому мне, чтобы получить на свой основной аккаунт эту утку, пришлось попросить друга сделать мне подарок. Утка, ребята, отличается классической для 8 уровня пушкой, неплохим лобовым бронированием, но при этом полностью картонными бортами и огромными размерами. Вы, наверное, удивитесь, но я вам могу точно сказать, что утка по высоте выше Мауса. Первое время в рендоме эти танки нагибали, но потом из-за моральной устарелости, из-за того, что геймплей изменился и в какой-то момент даже артиллерии было очень много, этот танчик оказался не удел. На данный момент купить его нельзя, и, наверное, это даже к лучшему, потому что на 8 уровне есть много куда более интересных танчиков. На 8-м месте у нас закрепился немецкий тяжелый танк 10 уровня ВК-7201. Его когда-то раздавали за первую акцию на глобальной карте тем игрокам, которые на этой глобальной карте добились хороших успехов. В принципе, я по нему уже делал гайд, и вы можете его посмотреть. Но если кратко, неплохая лобовая броня, пушка от Е100, но при этом ватные борта и заднее расположение башни. В целом танчик достаточно неплохой, и за счет его редкости в рендоме он может кого-то удивить своей лобовой броней. Но в плане универсальности все-таки тому же Е100 он проигрывает. На данный момент он есть у 30 576 игроков. И это, я вам скажу, еще не предел. В будущем еще будут какие-то акции на глобальной карте, как уверяют нас разработчики, и вы тоже, скорее всего, сможете себе заполучить этот акционный танк 10 уровня. В принципе, машина неплохая, и это того стоит. На 7-м месте у нас очень редкая машина, это советский средний танк 4 уровня А-32. Когда-то он продавался вместе со специальным пакетом, и его можно было купить, но сейчас он, увы, недоступен. Им владеют 22 786 игроков, и где-то за последний, наверное, год я ни разу не видел этот танчик в рендоме. Возможно, это потому, что эти игроки на нем не катаются и он им не нравится, а возможно потому, что он больше, к сожалению, не нагибает. Когда-то тот же Вспышка рассказывал, что А-32 весьма неплохая машина, быстрая, маневренная, может светить, но, увы, ребята, это было еще 2-3 года назад. С тех пор многое поменялось, и рендом, ребята, к сожалению, тоже поменялся. И так как я этим танчиком никогда не владел и никогда его особо не катал, я предполагаю, что он просто морально устарел. Но, тем не менее, у кого-то в ангаре он есть, и это вполне неплохой коллекционный образец. На 6-м месте ваш старый знакомый КВ-220 бета-тест. Советский тяжелый танк 5 уровня, который выдавался игрокам, участвующим в бета-тесте. Отличное круговое бронирование, на голову выше, чем у обычного КВ-1, и слабая пушка делал из этого танка просто передвижной дот, который, впрочем, и других танков иногда не мог пробить. Хочу сказать, ребята, что я делал обзор по этому танку, и могу сказать, что на 5 уровне, попадая в топ, это самый настоящий нагибатор. Пусть он и не всегда пробивает, но опять же, есть голда, но при этом танкует он просто отлично, потому что у нас 100 мм лобовая броня и 100 мм бортовая броня, то есть мы отлично можем танковать бортами. На данный момент этим танчиком владеют целых 20 977 игроков, которые участвовали в бета-тесте или которые получили этот танчик каким-то другим способом. Поздравляем их и завидуем. Это действительно очень редкая и отличная машина.
На пятом месте у нас агрегат, который когда-то выводили из игры, а сейчас вновь недавно его ввели. Это средний американский танк 7 уровня Т-23Е3. Когда-то эта машина была на 8 уровне и заменяла собой Першинга. Еще в те времена, когда Першинг был на 9 уровне и просто мега нагибал. Но потом разработчики ввели М46 Паттон, поставили его на 9 уровень, Першинга сместили с 9 на 8, ну а Т-23 пришлось просто вывести из игры. Что этот танчик из себя представляет сейчас, не могу сказать, потому что не имею его в ангаре. А имеют его в ангаре только те игроки, которые сражались на глобальной карте и получили там какие-то трофеи. Их на данный момент 20 484 человека, с чем мы их и поздравляем. Впрочем, возможно, поздравлять и не с чем, потому что по их отзывам этот танчик весьма так себе. На четвертом месте у нас немецкий подарочный танчик ПЗ-2 AUS-J. По нему, ребята, я делал обзор. Это просто самый настоящий броневик на 3-м уровне. 80 мм по кругу. Это вам не шутки шутить. В топе этот монстр просто едет по прямой и убивает все живое. К сожалению, конечно, пушка у него не очень пробивная, но броня, ребята, мое почтение. На данный момент этим танком владеют 5895 игроков, и вы тоже можете его получить. Вам достаточно просто купить немецкое подарочное издание World of Tanks, и там будет бонус-кодик с этим танком. Но с другой стороны, это подарочное издание, простите, стоит то ли 1500, то ли 2000 рублей, а это, конечно, немало. И вот мы подобрались к тройке лидеров. И снова у нас акционный танк 10 уровня, американец М60. Он тоже, ребята, выдавался за победы на глобальной карте, и он является одной из вариаций М48 Паттона. Очень неплохая машина, которая мне нравится поболее, чем Паттон. Более лучшая стабилизация, хоть и при не такой хорошей динамике. На данный момент этим танком владеют 5081 игрок, и им, ребята, повезло. Вы тоже можете не отчаиваться. В будущем у вас будет возможность заполучить этот танк, если вы будете играть на глобальной карте или в каких-нибудь еще укрепрайонах. А на втором месте у нас еще один подарочный танчик. Советский БТСВ 3 уровня. Он, как и немецкий ПЗ-2 AUS-J, находится в подарочном издании World of Tanks, только уже советском. Не скажу, что машина особо нагибучая, никогда ее не катал, но вспышка уверяет, что покупка этого танка того стоит. Этот танчик — это такая веселая мыльница, которая достаточно бодро летает по полю боя, стреляет, нагибает и даже, как уверяет вспышка, неплохо танкует. На данный момент этим танчиком владеют 5032 игрока, и им, ну не то чтобы повезло, но в принципе вполне неплохо. Но перед тем, ребята, как мы перейдем к первому месту, у нас будет экстра место. На экстра месте у нас танк, который был вообще в единственном экземпляре, но который все-таки трудно вводить в обычный топ, потому что он вводился на ограниченное количество дней, на нем играли только разработчики, и в принципе больше мы его, скорее всего, никогда не увидим. Это, ребята, White Tiger, он же Белый тигр. Если вы помните, когда-то был такой фильм Рената Шахназарова «Белый тигр». Именно в честь выхода этого творения разработчики ввели в игре новую акцию. Попади против белого тигра на Т-34-85, убей его и получи уникальную медальку. Но тут, ребята, надо отметить, что Белый тигр действительно был уникальным монстром. 10 тысяч хп, офигенная подвижность, лучшая в игре стабилизация, офигенная скорострельность. В общем, хотя броня у него была вполне историческая, убить его на Т-34-85 со 100-мм пушками было не так уж и просто. Ваш покорный слуга 2 или 3 раза попадал в бою против этого монстра, но ни разу его команде не удалось убить это чудовище, увы. Но те игроки, которым все-таки это удалось, получили немало опыта и уникальную медальку. И еще одна отдельная глава перед тем, как мы перейдем к первому месту. Это рубрика «Достойные упоминания». Это, ребята, те танки, которые тоже вошли в наш топ-10, но которые слишком обычные, чтобы мы их вставляли на какое-то определенное место. Тяжелый китайский танк 113, объект 430, вариант 2, артиллерия Conqueror Gun Carriage, еще одна артиллерия FV-3805. В общем, это вполне себе обычные танки, но которых пока что просто мало в рендоме. Ну и кто же у нас на первом месте? Конечно же, это ПЗ-54 Альфа. Немецкий средний танк 6 уровня, который выдавался альфа-тестерам за их безудержные страдания на альфа-тесте нашей игры. Этих танков всего 199 в нашей игре. И я думаю, ребята, это даже к лучшему. Потому что на среднем танке 6 уровня у нас пушка от 4 уровня. И это действительно большая печаль. С другой стороны, владельцы этого танка могут иногда его выкатывать в рендоме и хвастаться всем другим. Какие они уникальные и крутые. Но нагибать на этом танке вряд ли получится.
Вот такой вот, ребята, у нас вышел топ-10 самых редких танков в нашей игре. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, жмите лайк и подписывайтесь на канал, и мы будем делать для вас еще больше топов. Плюс, конечно, пишите в комментариях, какие у вас есть идеи для будущих топ-10. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. С вами был Джов. Удачных вам нагибов. Чао, какао.